Buon appetito! Molto gustosi. Что сегодня Франко готовит? Это фаршированные, запеченные в духовке грибы. Грибы вначале нужно подготовить. Вот так ножку гриба удаляем и снутри вот так вот очистить, как Франко чистит. Сейчас я вам покажу поближе. Обычной салфеткой протереть грибочек, удалить ножку и вот эти вот излишки изнутри. Кинешо, Франко? Вот. И все, гриб готов. Здесь у нас 250 грамм грибов. Грибы можете брать любые, какие у вас есть. Главное, чтобы вот такие небольшие по размеру были. Живя в Грузии, я не часто ела грибы. Теперь, благодаря Франко, я очень полюбила грибы. Тем более, Франко так их вкусно готовит. Очищенные и подготовленные грибы перекладываем на противень, подготавливаем начинку для грибов. Для этого нам понадобится сливочное масло. Хорошо, если сливочное масло мягкое, комнатной температуры. Достаньте за какое-то время, за час, за два из холодильника, чтобы оно размягчилось. Затем добавляем, смотрите, несколько зубчиков чеснока, продавливаем через чеснокодавилку. Вот эти вот маленькие соленые рыбочки, анчоусы. Вот, кстати, я тоже с ними познакомилась здесь, благодаря Франко. Под конец мелко нарежем петрушку. Немножечко, конечно, у нас масло твердоватое. Мы забыли достать заранее. Но ничего страшного, пусть Франко побольше поработает. Вот так вот размять хорошенько вот это масло вместе с чесноком и анчоусами, чтобы получилась своеобразная паста вот такая. Под конец, когда уже более-менее хорошо перемешали, добавляем петрушку мелко нарезанную и продолжим перемешивать. И теперь вот этой смесью нужно заполнить грибы наши. Каждый грибочек Франко добавил примерно по чайной ложке вот этой смеси. И теперь сверху на грибочки чуть-чуть оливкового масла добавим, посмотрите. И хорошо бы еще сверху добавить черный молотый перец. Но это по вашему желанию. И фаршированные грибочки ставим в духовку, которая разогрета до 200 градусов Цельсия минут на 20. Грибы должны стать мягкие. Вот и наши грибочки. 20 минут они пробыли в духовке. Давайте попробуем теперь. Франко у нас эксперт в этом деле. Very tasty. Buon appetito! Molto gustosi. Обязательно приготовьте и попробуйте. Это очень вкусно. Если вы готовите по нашим рецептам, то я думаю, вы уже убедились, что все наши рецепты очень вкусные. Приятного вам аппетита! Спасибо вам за вашу поддержку, за подписку, за ваши комментарии. Я всегда внимательно их читаю и стараюсь по возможности ответить.